Привет! Поиск звуков и их подстраивание под видео не всегда простая задача. А когда вы в саунд-дизайне новичок, то это может оказаться целой проблемой. Но если вы умеете рисовать, то для вас есть особая магия. Сегодня рассмотрим DSP Motion. Это инструмент, который развяжет руки моушн-дизайнерам, видеомейкерам, саунд-дизайнерам или разработчикам игр. Он заменит вам десятки звуковых библиотек, потому что вы сможете создать такой звук, который нужен именно вам, именно в вашем проекте, и одним движением руки. Меня зовут Руслан Гапиров, и это быстрые идеи по звукам. Погнали! Итак, компания из Японии Tsugi выпустила целую серию инструментов Dynamic Sound Packs DSP. Фишка этой серии в применении процедурных моделей аудио. Это делает звук максимально гибким и экономит место на жестком диске. Конкретно DSP Motion нацелен на звучание движений для моушн дизайна, анимации, игр и так далее. Это отдельное приложение, а не плагин, поэтому не важно, в какой программе вы работаете. Просто зациклите момент видео, который хотите озвучить, а в DSP Motion нажмите эту кнопку, и он закрепится поверх всех окон, что очень удобно. Вкратце дело обстоит так. Выбираем тип движения, тип звука, рисуем траекторию движения и подстраиваем параметры. Все, экспортируем звук и используем где хотим. А теперь подробнее. Кстати, рисовать удобно как мышкой, так и на планшете. Итак, Move – это для простых перемещений влево-вправо. Яркая линия по центру – это подсказка. Здесь звук будет громче всего. Можно просто нажать на область и водить, а звук продолжает создаваться. То есть длина звука может быть абсолютно любой. Высота тона, кстати, тоже меняется от низкого к высокому. И это еще один отличный способ создавать в уши, про который я уже как-то рассказывал. Rotation – для тех случаев, когда звук движется вокруг чего-нибудь. Чем ближе к центру, тем громче. Scale, чтобы озвучить что-то, меняющееся в размере. Чем выше поднимаемся, тем крупнее или сильнее становится предмет или явление. Например, если выбран Air, то слабый ветерок усилится до шквалистого ветра. Слабый костер разгорится до пожара. Ручеек станет водопадом. А милый зверек – опасным зверем. Appear – для звуков появления или исчезания. Опять же, везде по-разному. Теперь в Water мы получим водяные капли. В Paper мы будем писать. Причем можно ручкой, карандашом или маркером. В Vegetal мы получим шаги по траве. В Fire мы будем поджигать. А в Mineral получим каменные удары. Тип Merge можно использовать для звуков, которые резко прекращаются. Например, в Mineral мы среди развалин натыкаемся на какой-то металл. В Fire мы получим взрывы. А в Electric – электрический разряд. А в типе Transform мы получим еще целую пачку разных движений. Где-то звук будет просто менять свой окрас, как в Air. А где-то получим равномерную звуковую текстуру. Комбинируя типы движений и звуков, мы получаем огромную палитру звучаний, а параметры справа дают еще больше возможностей. Например, в Fire, типе Appear, мы можем сделать громче возгорание, изменить громкость и продолжительность вспышки, громкость шипения. В Animal будут уже другие параметры. А также почти везде есть настройки реверберации и дилея, то есть можете смодулировать размер помещения или создать эффект эхо.
Здесь мы просто включаем нарисованный звук. Запускать можно и клавишей пробел. А Random Play включает звук со случайными настройками. И если мы зажмем этот кругляш и будем перемещать вертикально, то задаем диапазон, в котором будет рандомно меняться наш звук. А нажав вот такой кубик, мы включаем еще и рандомизацию между выбором этих инструментов. А вот тут сверху меняется продолжительность звука. Удобно для синхронизации звука и видео. А еще есть шпаргалки, если у вас не получается нарисовать что-то ровно. Тут мы можем отразить траекторию по горизонтали, по вертикали или повернуть на 90 градусов. А при зажатом Ctrl можно перемещать траекторию и менять ее размер. А если зажать Shift и левую кнопку мыши, то поворачиваем на любой угол. Итак, Snap именно для быстрого сохранения в выбранную папку в настройках. А нажимая Render, вас спросит, куда сохранять, но смысл скорее в этой цифре. Если вы ранее выставляли параметры рандомизации, то тут сможете выбрать количество нужных звуков, у которых параметры выбраны случайным образом. Тут руководство на английском языке, а это перейти на сайт разработчика. Кстати, мы тут можем найти пару простых и понятных туториалов, как создать звук для анимированного лого в After Effects и по сути где угодно. Вот и все. Ничего сложного, если самому пощупать. При этом огромные возможности. И идея с процедурной генерацией позволит озвучить сложнейшие движения, и таких звуков вы не найдете ни в одной библиотеке. И самое главное, права на созданные звуки. О них я спросил напрямую у разработчика. Вы можете свободно использовать эти звуки в любых проектах, включая коммерческие. Но нельзя продавать звуки отдельно, например, на стоках. Однако, если вы продаете готовые шаблоны для After Effects или Premiere Pro, то свободно вы можете приложить для продажи несколько звуков, но не более 10 штук. Ссылку на DSP Motion я оставил в описании. Я надеюсь, это видео оказалось для вас как минимум познавательным. Кстати, у меня в инстаграме вы найдете еще другие крутые заметки про звук. Ставьте лайки, подписывайтесь и поделитесь этим видео с другом, которому полезно знать про этот инструмент. Скоро будут новые крутые видео про звук для видео. Меня зовут Руслан Гапиров, канал Nisus Pride Music. Всем сочного звука. До связи.